Всем привет! На днях сделал очередной, уже 17-й по счету шаг по дороге, ведущей к жиму гири 70 кг на попа. Но этот шаг, вернее тренировку в этот день, я ее приурочил к первой тренировке после моего юбилея, после того, как мне исполнилось 60 лет. Прошла она 7 июня, 60 лет-то мне стукнуло 6, но я решил все-таки перенести тренировку на 7 и потренироваться в более спокойной обстановке. Но план у меня был пожать, учитывая что исполнилось 60 лет, хотелось пожать 60 килограмм, но просто гирю мне жать было, в общем-то, неинтересно, 60-килограммовую гирю. И я решил, что лучше пожать 2 цилиндрические гири, которые у меня имелись и которые я, в общем-то, практически ни разу не жал на попа. Ну, может быть, несколько раз пробовал. А именно пожать 50 килограмм цилиндрическую гирю и 10 килограмм. То есть на попа я закидываю 50 килограмм и потом ставлю 10 и таким образом жму. Вот такой у меня был план на очередной шаг, который, в общем-то, был приурочен к первой тренировке после 60. Я, в общем-то, ответственно подошел к этому мероприятию. Где-то за неделю провел прикидку или проходку, не знаю, как правильно сказать. Попробовал пожать эти 60 килограмм, 50 плюс 10 на попа. И, к моему удивлению, достаточно легко это сделал. Сделал так легко, что уже на 7 июня, на эту первую тренировку, планирую пожать не на 1 раз, а на 2, может быть даже и на 3. Но, к сожалению, не получилось. Я хорошо размялся, в разминке все было более-менее, дошел до 50 килограмм, этой самой цилиндрической гири 50 килограмм. Пожал ее просто так, без ничего, на 4 раза. Очень спокойно, свободно. Был большой запас. Я думаю, я мог бы ее раз, наверное, может быть 8, а может быть и 10 пожать в тот день. Но планы были другие, поэтому я сделал промежуточный подход на 55 килограмм, то есть 50 килограмм и плюс 5 гири сверху, такая же цилиндрическая. Тоже пожал, но чуть не зафиксировал, но это у меня был разминочный вес. И дальше приступил к осуществлению своей цели пожать на разы 50 плюс 10 килограмм, то есть 60 килограмм на попа. К сожалению, забегая вперед, скажу, не получилось пожать хотя бы 2 раза. Я чувствовал, что я это могу сделать, запас был. Первый раз на 1 раз я пожал достаточно легко, но между 1 разом и 2, то есть лежит, в общем-то, очень большая разница. Тоже повлияло то, что я давно не делал жим гири на попа. Возможно, непривычные гири, они, в общем-то, не могу сказать, что очень удобные. Возможно, это они неудобные, потому что я не тренировался с ними практически именно в жиме на попа. Возможно, это поэтому они для меня на данный момент неудобны. Но как бы то ни было, пожать мне не удалось. Я сделал больше 10 попыток. Покажу, наверное, несколько лучших из них, ну, естественно, удачные, и те, которые были более-менее.
чувство постоянно, что вот-вот получится. То есть я отошел от своего правила 3 попыток. Обычно я делаю 3 попытки. И все, 3, ну максимум 4 попытки на какой-то вес. Если не получается, дальше не делаю. Здесь я сделал 10, а, наверное, может быть даже 12 попыток. То есть поскольку я чувствовал, что вот-вот должен поднять. И на этом завершил. То есть я уже достаточно устал после этих вот неудачных попыток. Но плюс еще прилично интенсивная разминка была. Ну, на этом я тренировку не закончил. У меня были еще свои планы, не связаны уже с дорогой к жиму гири 70 кг на попа. Следующее мое было движение жонглирование левой рукой. Я его, в общем-то, делал параллельно, начинал делать разминку самых легких весов. И в этом движении я его делал левой рукой. Мне удалось, в общем-то, повторить личный рекорд. Я сделал 60 кг на 2 раза. То есть я подбрасываю гирю, она делает оборот, ловлю. Еще раз подбрасываю, оборот, ловлю. Так 2 раза. Что, в общем-то, очень и очень неплохой результат для меня на текущий момент. И третье упражнение в тренировке было комплексное силовое упражнение. Это упражнение из арсенала силачей Старого университета. Силовое упражнение очень хорошее. Оно и силовое, и координационное. Вы должны сначала сделать рывок, потом пожать. То есть вырвали, потом пожали. Опустили вниз, забросили на ладонь, принять обязательно на ладонь. И уже жим на ладони. Вот такое вот достаточно сложное движение. Я начал с самых легких весов, и в итоге мне удалось сделать это движение с гири 60 килограмм. 60 лет, 60 килограмм, 60-60. Тем самым повторил свой личный рекорд. Можно было, возможно, сделать чуть больше, прибавить, ну, прибавить хоть какой-нибудь из элементов. Либо один рывок сделать, либо рывок плюс жим, либо сделать все это движение в 2 раза. Ну, это, наверное, уже оставлю на следующие тренировки. Вот так прошел у меня 17-й шаг, который одновременно стал первой моей тренировкой после 60 лет. Дорога к жиму гири 70 кг на попа продолжается. На этом все. Всем удачи, тренируйтесь и без травм.